Всем привет! Итак, вот мы уже в Воронеже. Сруб Волчье Логово из сибирского кедра собран. Собирали 3 недели втроем. Ну, вот смотрите, что получилось. Нравится, не нравится, пишите в комментариях. Собственно, 3 ролика у нас дома, где мы его строили, у нас на площадке, размещены на ютубе, на моем канале. Кому надо, зайдите, посмотрите, там планировки. Вот. Ну и в принципе все нюансы там уже рассказаны. Вот. Что хочу сказать. Ну, все старались максимально сделать его эксклюзивным, наполненным, этот дом. Вот. Сейчас уже мне, допустим, трудно оценить, насколько он красивый там или некрасивый, то есть потому что идет проживание, то есть я как будто с ним сросся, пропитался, вот, одним целым уже, можно сказать, чувствую себя с ним. Поэтому всегда лучше взгляд со стороны. Но все, кто здесь находились, крановые работники, люди проезжают, можно сказать, честь отдают, смотрят. Вот. Похоже, что всем очень нравится. Вот. Сейчас пройдемся еще раз без лесов, покажем, какие комнаты. Вот. Поехали. Фасад со столбами, фасад открытый. Это тоже, как можно сказать, такая фишка. То есть обычно у нас стандартно все это столбы, перемычки, ригеля, стропила, кони и слеги. Вот, то есть идет такое как бы перекрывание фасада. Здесь он открытый, только вертикальные столбы. Вот такие. Столбы с рогатками, как я показывал. То есть были сохранены вот такие эксклюзивные вещи. И потом, когда выдался удобный случай, я их внедрил успешно. Это сосна. Вот, то есть вот это кедр, это сосна. Вот так получилось. То есть своим вот этим разветвлением, опять же, вверху мы увеличили расстояние опоры для слег. И получается, сейчас консоль, она сильно не болтается. То есть она вот этим расширением поддерживается вверху. 2 домкрата для того, чтобы снять нагрузку. То есть если был бы один, к примеру, по центру, вся нагрузка была бы на него, и крутить, опускать потом было бы сложно. Поэтому 2. Можно было бы и 3 поставить вот сюда вот. Еще было бы проще потом крутить. Вот. Ну, пробовали, все нормально крутится. То есть откручиваешь прям легко. Вот этот напрягается. Потом этот подкрутил тоже. И так по чуть-чуть, с меньшими усилиями происходит усадка. Ну, вот такой, в общем, фасад. Так что, кому надо, берите на заметку. Без всяких там ригелей, прочих там нюансов. То есть все, вот просто 3 высоких столба. Открытая терраса получилась. Идем дальше. Здесь вход один то есть один вход у нас с улицы, второй вот здесь это выход, так скажем, в потаенную такую зону. Здесь какие-то деревья будут посажены, все, тут можно будет чай сидеть пить. Вот здесь кухня гостевая, вот, и тут такое вот пространство будет. Может, какая-то еще скульптура здесь встанет. Что Волчье Логово, это, как вы поняли, человек очень любит вот всяких тут этих зверушки, чтобы были, атмосфера. Вот, то есть заходим, здесь у нас столбы через штрабу соединены со срубом. Вот сюда будет вставляться брусок, вот, и столб будет осаживаться. То есть, как я уже говорил в тех роликах, у нас все столбы с домкратами внизу. Вот, то есть нет такого, как, допустим, в канадце, где у нас стоит столб, и под своим просто весом он не закреплен там без всяких домкратов. То есть просто сруб заходит в посадочный шип наверху. То есть здесь у нас все силовое. На столбе идет нагрузка на этом.
через вот тот столб, то есть крыша будет давить, получается, на него, то есть он тоже как несущий. Большие панорамные окна, и отсюда мы наблюдаем опять же вот этот вот величественный фасад из 4 столбов. Высота их больше 5 метров, вот этих двух. Вот те примерно 3,5, так, плюс-минус. Ну, конечно, еще много отделки, то есть будет крышей закрываться. Как оно будет, то есть, конечно, небо не будет видно этой всей, так скажем, если карбонатом только закрыть. Вот, поэтому будет маленько по-другому, когда еще тут полы, гарнитуры встанут, мебель, окна. Вот. Ну, в принципе, вот так, чтобы вот понимание, сейчас снимаем, чтобы тем, кому надо, тем, кому интересно, они увидели, как это происходит, поэтапность строений наших. Кухонная зона гостевая, протесанная стена для шкафов кухонных, гарнитур вот здесь будет находиться. Фонарик я не показывал у нас на площадке, то есть еще добавился фонарик вот этот. Снимать видео мы остановились, как раз закончили, поставили столбы. Вот. Потом еще дособирали фонарик и уже приехали, потом все собрали здесь. Также с протесками для стены с той и с другой стороны. Здесь окно, большая протеска также. Вот, сверху на балке будет уложен потолок. Вон те 4 балки, сверху будет потолок, поэтому они будут видовые. Вот здесь везде второй свет планируется. Здесь у нас стоит волк, как мы снимали. Приехал, распаковали, поставили. Так, чтобы ребятам потом не париться, чтобы положение уже, которое нужно, оно зафиксировалось. Вот, они просто в посадочные, в отверстия, которые просверленные, поставят его, вот, и закроют крышей. Вот, сейчас его нельзя вставлять, потому что и вода, и как бы ветер, все это он растрескается. Вот, только под крышей. Поэтому перед установкой они просто его туда установят. Вот здесь лестница. Здесь печка, фундамент. Похоже так. Вот здесь отсюда, по-моему, подъем один. И потом пошел марш уже на второй этаж. Можно будет лестницу потом поставить, туда забраться. Вот здесь, как я уже говорил, для контура комнат сделаны, установлены столбы под каркас. Большие, 55 диаметра. Чтобы уже с запасом. Я так делаю, чтобы у нас и пирог утепленный поместился здесь, и отделка, чтобы уместилась, поэтому здесь больше 30 сантиметров вот эта плоскость. Вот. Ну и все, и входит туда. Здесь санузел. Здесь у нас все отгорожено. Здесь тоже отгорожено. Здесь полноценный санузел с протесками. Также там под кафель, под все, под гарнитур. Вот здесь вход номер 2 с улицы, прихожая. Ну и тоже также все в столбах, то есть тоже перегородки будут формироваться здесь. Также и здесь. То есть прихожая у нас будет отдельно, без продуваний. Хотя тоже, я говорю, что тут мало ли еще подумают, может быть вообще все открытое сделают. Вот, как там уже заказчик захочет. Все, здесь у нас столб, здесь блок. То есть блок будет крепиться с одной стороны к столбу, с другой стороны к штрабе, к срубу.
Открываем дверь, пошли в спальню. Вот, домик небольшой, но очень емкий. Постарались сюда максимально все, так скажем, определить, вот, чтобы было интересно, чтобы душа пела. Так, ну что, пойдем на второй этаж, покажем. Вот здесь, в принципе, лестница, она здесь так и будет. Все, вот здесь тоже проем, дверь, зашли. Вот здесь комнатка. Брусовые балки 10 на 20, тоже из кедра. Шаг 60 сантиметров. В принципе, отлично от прогибания, от всяких там изгибов. Вот. Ну вот постенбим. Небольшой, не хитрый, но в принципе тоже симпатичный довольно-таки. Здесь большие протески, как уже говорилось, для проемов, для окон, для отделки. Вот. И бесконьковая система крепления угла, верхнего угла вот прихода крыши. То есть мы видим, что просто две слеги и вот такое вот оголовье, как я называю. Вот, то есть просто из двух бревен с шипом соединение, разработка Дениса, вот, за что ему большое спасибо. Вот, большие выносы, более 1,5 метров. Ну и длинномеры, то есть здесь присутствуют, конечно же, длинномеры, вот, как на выносах на входную группу, вот, так и потом покажем на гаражный навес. Вот. Ну и вообще, в принципе, то есть здесь вот у нас 5 метров по осям. И чтобы нам вынос сделать, вот здесь вот, где Сергей стоит, то есть пришлось положить палку здесь 8-метровую. Вот. Иначе в получашке тот доставыш бы, который выходит остаток, он просто бы отвалился. Вот. То есть крепление, конечно, желательно делать все цельное бревно, чтобы было. Вот. Здесь тоже вот идем сюда. Такой балкончик, так как я уже сказал, второй свет. Вот, то есть человек поднялся, здесь все открыто, комната такая еще одна. Вот, и все, и вот туда вот наблюдаем, все, видим пространство открытое. Здесь волк стоит, вот тут лестница идет вниз, и там гостевая зона, и опять же с видом на мощные наши рогатки. То есть зашиваем крышей, привезли необрезную доску 3-сантиметровую. Вот, все будет закрываться по принципу Маша и Медведь, острагиваться, шлифоваться. И с разбежкой здесь все будет заложено. Отсюда видим навес под гараж. Плоскости. Здесь нас попросили, сняли плоскости под крышу. Денис попросил, так как его ребята там знакомые будут делать, вот, им удобней, чтобы плоскости были сняты. Поэтому у нас на площадке это все было отбито перед тем, как разбирать постенбим. Вот, все, я потом спилил это 66-м. Вот, и сейчас уже плоскость крыши, угол. Вот им будет попроще, конечно, стропила выставлять. Если что, где-то подрежут, снивелируют. Ну, можно еще оттуда фонарик вот этот Серега показать. Тоже как такая изюминка, в принципе. Не просто двухскатка, а вот такое крыло. Все диаметры на постенбим 50 и выше. Где-то 48-е, да, 46-е даже, но не в этом. То есть здесь у нас взяли потолще, вот, они и были, в принципе, оставались у нас остатки от других объектов.
Вот, поэтому было из чего выбрать. Ну, мы старались, конечно же, как я еще раз уже говорил, что старались сделать поэксклюзивнее, поинтереснее дом. Ну и в принципе у заказчика было к этому стремление. По эксклюзиву здесь палка-ежик, как мы ее назвали, вся в сучках, тоже сыграла свою роль. То есть волк на ней, считаю, идеально вписался. Там как будто на камнях он такой стоит. Вот, то есть тоже оно отличается от всех бревен своей вот этой фактурой сучкастой. Поэтому нормально сыграла, я считаю. Вот, скрайбинги, смотрите, то есть тоже вот уже сколько тут, неделю, наверное, стоит. Уже присело, все, уже крутили домкраты здесь, сруб сразу начинает садиться. Щели, в принципе, удобоваримые в пазах, там где-то 5 миллиметров, где-то уже полностью на паз пришли. Вот здесь видно, к примеру. Вот, в чашках абсолютно плотно. Ну, посмотрим, когда будет отопление включено еще. Я думаю, что приедем в гости, потом поснимаем, как оно будет здесь. Вот. Также здесь у нас бортик из кирпича. Денис любит проектировать, чтобы потом коммуникации, теплые полы там и так далее. То есть здесь вот у нас от ленты приподнято, от протески на 15 сантиметров, чтобы завести коммуникации все. Вот. Ну и также пол потом подвести. Либо здесь четверть выбирается, потом плитка заводится, вот, либо просто под протеску пол встает. Так, ну и выходим. Здесь второй у нас вход. Здесь второй вход. Можно было, конечно, сделать еще пару столбиков, поставить здесь крылечко. Вот. Но, в принципе, выносы, как мы видим, больше 1,5 метров наверху у нас. Крыша будет, козырек будет огроменный, все будет закрыто, вода попадать не будет. Поэтому тоже, в принципе, как вариант, нормально. Два симметричных окна, дверь по центру. В разбежку наши комли кедровые. Диаметр 45 примерно, 50. Вот. Диаметр по макушке сруба всего 36, 38, 40. Вот, то есть вот смотрите, как в сравнении вот, с средним, так скажем, человеком все это выглядит по размеру. Идем дальше. Здесь у нас дорога, вот видите, все шебуршит, там ездит. Будет забор большой, здесь будет въезд. И поехали на машине под навес. В принципе, даже две машины вот так в ряд здесь могут встать. Как уже и говорил, столбы на фактурной ложится на них фактурная балка, восьмерка, 8-метровая. Ну, здесь тоже где-то под 60, наверное, комель. Макушка под 40. Вот, с разными перепадами для того, чтобы сохранить толщину бревна. То есть, если, как я уже говорил, столбы на одном уровне поставить все, то мы их срежем нафиг комель. И ослабим его, и вообще будет, ну, визуально видится, что что-то не то, недоработка. Вот сейчас столбы этот пониже, этот повыше, этот еще выше. Мы видим, да, то есть бревно ровно, масса не убрана, полезная. Вот, но столбы получились на разном уровне, поэтому тоже, то есть, в принципе, мне нравится. Ничего дисгармоничного не видно такого. Единственное, что столбы почему-то пляшут. Вот. Ну, вот так вот. Вот так, такой сруб. Вот так, скучно уже делать все однотипно. Вот захотелось что-то поизобретать. Два длинномера, первый, второй, то есть по осям 5 метров. Соответственно, на остатки тоже надо сколько-то. И чтобы завязать, вот здесь, чтобы не было в получашку у нас, чтобы завязать сруб абсолютно жестко, с навесом, вот эти бревна, они срублены в полную чашку, полноценную, без половинки. Все, здесь козырек, односкатная крыша. Вот если представить, там один скат, и потом пошел уже скат навеса. Комли, расклешенки подрезаны.
делал Черкесов Сергей. Вот он делает вот такие формы, глубокие прорези вот эти, нам очень нравятся. Именно не какие-то там скудные ромашки, а именно вот надо залезть поглубже, вот задать вот такую вот форму. Здесь вот эти вот все по щелям, то есть вот такая форма получается, нам очень нравится. Значит, все не стали делать дальше выпуски, вот те дальше там, вот, то есть ограничились на 4, на 5 венцах, ну, вот так вот, то есть тоже просто решили, нормально, хватит. Вот. Ну и в принципе тоже смотрим, что может быть и не надо все резать, все торцы, а может быть вот так в полсруба и оставлять. Что тут еще? Ну вот такая есть тоже кракозябра. Это большой сучок был на стволе, ветка отходила. Ну, где-то порядка 30 сантиметров, вот такая. То есть тоже куда ее можно было выкинуть, конечно, или отрезать там, и там в пилораму, или в сруб пустить оставшуюся часть. Вот. Ну вот прирубил. Посмотрел опять же на канадцев, как они прирубают. То есть в нижнем у нас выпилено что-то типа чашки, ну вот верхняя заходит на нее. Вот. Была бы побольше, можно было и сюда прямо ее пристыковать еще к этому бревну. Вот, в принципе, тоже так, как-то говорится, оригинально получилось. Ну вот, на этом ролик можно и закончить. Показали, рассказали все, что хотели. Хочется сказать, что сейчас наша компания переходит больше в стадию эксклюзивных объектов, а именно вот таких, для того, чтобы и самим быть творчески наполненным прежде всего, и нести в Россию, нести в мир, в массы, людям, заказчикам, нести именно вот эту энергию, творческую энергию, природную, нашу сибирскую, в этих мощных кедров. Вот, чтобы даже вот здесь Сергей стоит, он, допустим, поставил столик, беседочку, сел и вот просто смотрит, чтобы час он мог посидеть спокойно, посмотреть, напитаться вот этой красотой кедра, Сибири. Вот. Ну а наша задача именно вот это все преподать, так скажем. То есть сделать максимально гармонично, как мы видим, естественно. То есть я еще раз говорю, что я в этот объект уже вжился, и я его не воспринимаю как вау что-то. То есть оно для меня нормально. Нормальное такое добротное строение с какими-то творческими элементами. Вот. Заказчики и все люди, кто здесь были, вот они прям видно, что они прям, у них все полный восторг происходит. Вот. Поэтому дай бог, чтобы люди, приходя и находясь рядом вот с такими домами, они напитывались, обогащались чем-то. Вот. И наша задача, то есть мы рады, что у нас получается донести это. Вот. Конечно, это будет все дорого, это трудозатратно очень. Это все не быстро, это все долго будет делаться, но самое главное, что это делается. Вот. Ну, сейчас еще Серегу спросим. Я думаю, что он тоже что-нибудь скажет, потому что он говорит, что сруб очень выдающийся получился. Все, а я прощаюсь. До новых встреч. Не знаю, может еще заказчик сейчас вот должен подъехать. Снимем немного. Удачи. Что говорить, не знаю. Ну вот, хорошая такая фраза, что человек покупает эмоции, да? А мы вот тут вот давеча подумали, что никакие не эмоции. А что эмоции-то они проходят, да? Они же такие быстрые, мимолетные. А вот человек покупает, наверное, любование. Опять же, вот вернусь к теме автомобиля, недвижимость, все, что, чем мы окружены, материальными благами, оно отдает какой-то архитектурой, эстетикой. То есть мы что делаем? Любуемся. Наверное, все хотят получать это удовольствие. И здесь получается, оно может быть непрактичное вложение вот средств. Кто-то скажет, что можно 2 кирпичных домика сделать, да? Да можно.
Но если человеку нравится дерево, подобные вот эти все формы, и он как бы вот фанатеет, то он получает вот это любование, хотя оно вот может быть и непрактичное. То есть это дорого, это вот сложно там мебель прислонить где-то, а где-то вот протесали и ничего. Мириться с какими-то там усадками, там, с какими-то подкрутками, там, ну, куча моментов. Впереди еще шлифовка, куча всяких бригад должно зайти. Но человек идет туда, чтобы получить это любование в конце. И мы его, это любование также получаем, а особенно получаем, когда уже под ключ сделанные дома. Вот сейчас оно уже, ну, нас как бы не вдохновляет, что ли, ну, потому что мы это давно уже наблюдаем, да, а вот когда под ключ будет сделано, то да, меня вот очень сильно тогда трогает все это. Оно как-то по-другому заиграет. Ну, что еще сказать тут? Я не знаю, что там заказчики собираются делать в этих домах, но наверняка они тут будут просто отдыхать, потому что все люди заняты, деловые, они тут как отдушина получается. Я бы, конечно, такие дома еще бы украшал хорошей живописью. Здесь не хватает картин настоящих, реалистичных, красивых, то есть красок. Потому что оно все такое, ну, какое-то желтовато-бежевое. И, ну, вот резьба, это как искусство тоже. Вот. То есть он просто вот для души. Что тут еще скажешь? А знаний много нужно, да, чтобы построить такое. На самом деле тут одной романтики мало. Мы совершенствуемся, мы каждый год растем вместе с вами, потому что многие рубщики нас смотрят, владельцы компаний, и также развиваются, и мы тоже с вами развиваемся, и каждый год постигаем что-то новое. Вот. Конечно, поле не пахано, впереди можно выдумывать и проектировать, и создавать эту архитектуру. Какие-то элементики новые с постонбимом связаны, их тут очень много может быть. Вот они сейчас появились, да, вот эти вот наверху. Одно в другое само себя держит, вот эти стропильные коньковые части. Такой прикольный элемент, без конька, в принципе, это необычно. Ну, вот так, что хотелось сказать. Впереди много разных побед. Это мы тут смеемся, Брежнева это поем. Это он там... Будет нового мира рассвет. Да, да. Энджойкин есть такой канал, YouTube. Вот люди приходят, смотрят, любуются. Постоянно. Это ж здорово. Очень много кавказцев заходит. Они этого вообще не видели. Там каменное все. И дерево для них это... Они трогают сразу же. Эй, вах. Красота. Говорят, сколько стоит, сразу говорят. А мы говорим, мульоны. Всем пока. До новых встреч.